Всем привет! Вы на канале 13 порций. И мы сегодня вдвоем с Иваном, без детей, хотим ответить на некоторые вопросы. Да, и у нас сегодня, как всегда, вкуснятина есть на столе. Не могу не поделиться. Уже порезано. У меня порезано. Царские отбивные, прослойка грибы, помидоры, сыр. У Ивана уже порезан. И как гарнир мы будем кушать салат. Также маслины и у меня морепродукты. И компот малина с медом. Тем, кто кушает с нами, приятного аппетита. Также хлебушек есть. Я пробую отбивную. Сочная какая. Да. Одно слово царское, да. Царская отбивная. Вкусная очень. Да. Я их на основном канале выставила, как готовила. Их сначала обжаривала, а потом они в духовке доходили. Ну, стоит того. Сегодня хотели ответить на такой вопрос. Как-то был задан вопрос, как мы реагируем, когда люди предвзято относятся. Ну, к примеру, говорят, что вы детей взяли из-за денег. В принципе, это единственная фраза. Ну, или дети у вас работают на огороде. Мне всегда становится смешно. Когда у нас детки появились, у нас была с мужем скотина и большой огород. И за хозяйством ухаживают. Я специально не завожу хозяйство, говорю, дети, нет, давайте отдохнем. Дети просят их, а я специально не хочу. Ну, вообще, как отношусь, если так с самого начала досмотреть на это. Когда только взяли Ивана маленького с Анютой, у них глазки все были в конъюнктивите, и такие щечки были аллергенные, и сопельки, не к столу сказано, были прям по самое колено. И ничего сделать не могли. Болели, больных прям забрали оттуда. И мы поехали, то есть мы легли с Иваном в больницу. С Иваном и Ваня, и муж мой постоянно лежал, и я постоянно лежала. И вот когда первый раз мы легли с ним по очереди, там через 5 минут от медсестры уже все узнали, что мы за семья, кто мы такие. Осьминог. И такой гул стоял прям в коридорах. Я на кровати с Иваном лежала с маленьким и слышала, прям гул такой был на кровати, в коридоре. Вот эта женщина одна всем рассказывала. Ну и нет, люди подходили. Во-первых, вот эти косые взгляды постоянные. Мне так тяжело далась эта больница. Во-вторых, вот это шептание, мы только зайдем, тишина в столовой, все на нас смотрят. Настолько это было дико для той местности вообще, что приемные дети. И я Ивану говорю, мне уже невыносимо здесь находиться. Я как бы не вступаю с ними ни в какие разговоры, я не вступаю ни в какие конфликты. Но вот это настолько тяжело все терпеть. И в один из дней, допустим, вечером слышу, как эта женщина рассказывает всем. Из своей палаты они сидели, комнату проветривали, палату, сидели, вот скамеечка возле нашей палаты. Она всем о нас подробно все рассказывала. Ну, то, что она знала, она много-то знать не могла, потому что наша семья вообще всегда скрытая была. Но она, насколько знала, старалась рассказать, ей казалось, что она много знает. И тут мы с Иваном тоже выходим на процедуры. Телефон отключу. Выходим на процедуры.
И вот эта женщина из ее палаты подходит и села возле нас. Они все сразу сели. И говорит: ой, какой мальчик. А на кого похож? На папу, наверное, похож, да? Разные вопросы были. То есть устроили какой-то цирк. Все знают, но задают вопросы. А я сижу и говорю, я уже не выдержала. Говорю: зачем вы спрашиваете? Вы же все знаете. Я вчера лично слышала, показываю на женщину, которая рассказывала. Женщина-то молодая, такая же, как мы. Почему она себя так вела, я не знаю. Видать, ей очень хотелось рассказывать. Почтальоном у нас в поселке работала. Я говорю, я же лично вчера слышала, как она вам рассказывала, кто мы такие. И что это за дети? Ну да. А та сразу: ой, ну что я же только доброе рассказывала. Мне очень тяжело было. Но в той местности к нам все равно по-другому относились. Мы работали в медколледже с Иваном, я ушла в декрет. И я, наоборот, деток брала, и мы ходили на территории медколледжа, гуляли. И дети очень хорошо, студенты, к деткам отнеслись. И все было нормально. А вот когда мы начали немножечко успокаиваться. Мне главное, чтобы детям было хорошо. Чтобы детей не трогали. Вот сидим, говорю, в больницу, одна женщина. Это ваши дети. Кстати, в этот раз на горячем источнике тоже. Это ваши дети все? Ну да. А вот когда сюда переехали, в Краснодарский край, здесь, конечно, у людей менталитет другой. И здесь люди, не знаю в силу чего это, более откровенные, более такие раскрепощенные и могут прям в лицо сказать. И вот могут прям при детях сказать, кто это, что это за дети, кто это такие, из каких побуждений мы их взяли. Ой, главное, чтобы вы их из хороших побуждений взяли. И стало это часто происходить. И я стала спокойно на это реагировать. В общем, если одним словом, чем дальше, тем легче. Да. Мы больше сосредотачиваемся не о том, что люди думают, а то, что мы счастливы. Нам хорошо, и детям хорошо, мы это видим. Поэтому мнение людей уже не столь важно для нас, мы уже привыкли. Потому что бурные эмоции, они всегда. Где бы мы ни появлялись, сразу два вопроса. Первый вопрос: это все ваши, что ли? Да. Ну, а там уже второй вопрос зависит, как ты ответишь. Но чаще всего я сейчас отвечаю просто: да, мои, а чьи? Но они мои. Да, это как бы лишних вопросов часто можно так избежать, если так ответить: да, мои. Ну и там они уже шу-шу-шу-шу-шу между собой, там уже мне это уже не слышно. Ну а так, конечно, все равно слышишь. Нет-нет, где-то краем уха услышишь, так это, сердце так, а потом думаешь, да, не от великого ума люди это говорят, то есть по нему как бы вот так. Ну, допустим, ой, какие морепродукты вкусные. Прям вообще ножки осьминога, забыла. Ноги осьминога у меня, тут кальмар. Мидии. Ну, допустим, один раз воспитатель в детском саде, я пришла, говорю, что, и она говорит: мне некогда целый день лежать на диване и смотреть телевизор. Это она имела в виду меня, что я целыми днями лежу на диване и смотрю телевизор. Мне тогда очень было обидно. Но воспитатель неплохая, молодая. Может быть, у нее переутомление какое-то было, и она как бы это в сердцах сказала, не подумав. Потому что я лично ей плохого ничего не делала. Ну вот, ей показалось, что я сутками лежу на диване и смотрю телевизор. Иногда у людей такое мнение складывается. Вот сейчас буквально была переписка на основном канале. Татьяна Г. написала: вы сырое мясо почему детям дали? Я написала, что мясо уже было приготовленное.
А она написала: я так и знала, что вы не согласитесь и будете возмущаться. Я, кстати, Татьяна, я знаю, что вы смотрите и этот канал, и тот канал. Ролик-то всего 17-15 минут. Неужели вы думаете, что плов был приготовлен за 15 минут? Естественно, были огромные вырезки, и мясо было готовое, детки его мягко кусали. И неужели либо вы это провоцируете, пишете, ну я на такие вопросы отвечать не буду. Но если вы искренне возмущены, неужели вы думаете, что я на самом деле могу своим детям дать сырое мясо? Маленький Ваня, когда съел косточку, это на камеру не попало, он сказал: я еще хочу, мама, мясо. Оно настолько было мягкое и вкусное, поджарено, корочка запеченная, что он хотел еще скушать. Я уже добавила лук, а лук я добавляю всегда в готовое мясо. Когда мясо уже совсем готово. Лук зажаривается, второй, морковь и все. И там до готовности моркови. Поэтому, если вы искренне переживаете, то просто, Не переживай. да, не переживайте. Никогда я не кормлю своих детей сырым мясом. И не собиралась этого делать. Может быть, правда, вот что-то вы недопоняли. Ну, а если это очередная выходка хейтеров, я просто на нее внимания обращать не буду. И все. Это, в принципе, все, что я могу сказать. То есть вот такие вот люди. А сейчас вообще с YouTube-каналом такое про себя узнаешь. Да не только про себя. Когда живешь, мы никогда особо не стараемся не быть в центре внимания. Если это такая мы как-то всегда так сильно о себе особо ничего не рассказывали до канала. Забыл, что хотел сказать. И думается, что людей встречали, похожих у нас, друзья там все. Как-то кажется, что все люди такие. Но сейчас с YouTube-каналом понимают, что не все люди такие. Есть очень много людей странных. По моему взгляду, очень странных. Поэтому приходится научиться. То есть вопрос был, как я реагирую. Сейчас уже мне главное, чтобы детям было хорошо. После Ютуба уже ничего не страшно будет. Уже что бы ни говорили, этим уже ничем нас не удивишь. Главное, чтобы детям, мне, допустим, я же говорю, один раз Снежана пришла. Мама говорит: а что, у нас семья какая-то не такая. Я уже это рассказывала. В детском саде так сказали. Да. Какая-то не такая. Мне пришлось ребенку объяснять. То есть мне очень грустно, что мой ребенок узнал, что у нас семья какая-то не такая. У всех нормально, а у нас какая-то не такая. Вернусь к мясу. Очень вкусное. Мы когда переехали в Краснодарский край, и Ваня, Анюта, Снежана пошли в детский сад. Костя, Ваня, Анюта, Снежана. И я прихожу в детский сад, и вот эта воспитатель, которая говорила, что ей некогда лежать на диване, она говорит: Ваня с Анютой так кушают. Ваня даже у Снежаны котлету забрал из тарелки. Пусть наедятся. Я не знаю, что с детьми случилось, потому что это было недолго, первое время. То ли это какая-то защитная реакция сработала, то ли что. Но они все ели подряд в садике первое время. Потом перестали кушать. И люди думали, что дети не доедают у нас. Потом мы, когда переехали, опять же эта тема, я детей прям настраивала. Идете в школу, пожалуйста, много плодовых деревьев. У нас все есть в саду. Если вам что-то хочется, и у нас вдруг нету, не рвите ни у кого, я вас прям умоляю. Придите, скажите, мы это купим. Потому что я до этого посмотрела передачу, тоже приемная семья многодетная, а тоже здесь где-то на Кубани. И она говорит, что обвиняли, приходили, что мои дети, говорит,
рвут что-то на деревьях. Хотя, говорит, я им всегда запрещаю, у нас все есть. Я тоже детям говорила, пожалуйста, ну не рвите ни у кого, ну приходите дома. В принципе, все, что они встречали по дороге, у нас все дома есть. Я говорю, ну не рвите. И то один раз соседка с той стороны идет, а у них вот тут вот дом они продавали, и на нем старые почтовые ящики, и в них газета. И она говорит, вот ваши дети, наверное, со школы шли и вытащили, раскидали. А у нас камеры туда идут. Я говорю, нашим детям домой идти лень. Вы думаете, что они взяли и раскидали что-то? Да не будут они раскидывать. И в камеру можно посмотреть, и видно, что наши дети не раскидывали ничего в этих почтовых ящиках. То есть, если что-то сделано, то, говорит, ваши дети. Ну да, сразу как вообще какой-то стереотип о многодетности сложен. С чем он связан, я сильно не знаю. Если многодетные, это значит какие-то бандиты обязательно в семье воруют, потом обязательно какие-то такие оборванные дети, вот так вот у людей складывается, голодные вечно проблемные. Ну, у нас много семей многодетных, но мы таких не знаем. Я даже детям своим говорю, пожалуйста, будьте всегда чисты. Вот представьте, на вас будут говорить, ой, да это эти многодетные, да еще и там, детдомовские или приемные, да? Это многодетные. Давайте, говорю, ходить всегда чистенько, сытые, одетые, чтобы все было хорошо. Я постоянно провожу с детьми. Уже давно не проводила. Поначалу. Сейчас зачем каждый раз об одном и том же разговаривать? Они хорошо себя ведут, достойно. И, в принципе, уже мы здесь пожили какое-то время, уже народ так раз. Ну, понял, что ничего плохого. Вот этот стереотип к нам не относится, видимо, так. Поэтому так спокойно стало. Наоборот, даже люди некоторые звонят, спрашивают, пишут, почем мед продаем, то есть спрашивают, сами что-то предлагают. То есть, наоборот, уже идет такое общение. У нас сегодня салат с авокадо. Я его уже выставляла на своем канале. Авокадо мягкое-мягкое сегодня. Но я вместо заливки также пол-лимона вылила и сметанкой хорошей заправила сегодня, чтобы вкус поменять. Сытное мясо, сытная отбивная. Одна женщина тоже говорит, мне, говорит, так соседи надоели. Она выходит и говорит, вот у вас постоянно крик, собаки кричат, вы кричите, скотины много. Ну, а я имела в виду, что у нас тут соседей нету. Там бабушка, тут через дорогу семья, они тоже никуда не лезут, как и мы. Там тоже никуда не лезут, а тут никого не было. Вот только женщина, сегодня узнали, с Сочи покупает дом. Рабочие там наводят порядок. Говорит, в Сочи женщина купила дом. И это... Я говорю, как хорошо, что у нас таких соседей нет. Ой, про вас бы, наверное, вообще кричала. То есть она имеет в виду, что нас много, мы шумные. И про нас бы вообще говорила, а у нас нету такого здесь шума-то. Вот сейчас мы сидим, сидите дома. Кто чем занимается? А шума нету. Все заняты. Ну, бывает, дети балуются, играют. Но это отдельная история. Но это писки, визги, это игра. И то нету такого, чтобы она до беспредела была. Ну, катаются на велосипедах. Но чтобы вот шумели так, чтобы мы как-то вот выделялись в станице, как супер многодетная семья, такого нету. У нас даже в том году, позатом, к нам подъехала машина. Говорят, вы же многодетная семья.
Мы хотим ваших сыновей попросить за деньги, за хорошие, попросить быть, коров гонять. Я говорю, я не хочу. Как бы мне они дома хорошо помогают. Я не хочу пока. Но меня Иван, правда, остановил. Ты у них ведь сначала спроси, а вдруг они захотят? И мы у них спросили, вот они месяц пошли. Решили все-таки, сходили. Теперь, когда я говорю, что мы заведем корову, мама, нет, только не корова. Владик говорит, мама, нет, только не корова. Все. Теперь они коровы не хотят. Это у меня щупальца кальмара, мидии. Ой, вкусно вообще. Сытный какой. Обед. Это у нас завтрак, обед и ужин. 3 в одном. Дети кушали. Так что все равно это клеймо, как многодетная семья, оно будет на нас всегда. Ну, да. Даже не как многодетная, а как приемная семья. Оно будет на нас всегда. И люди будут относиться к нам так, как они решили в своем сердце. И по-другому этого не будет. Поэтому надо учиться жить так, что постоянно кто-то смотрит и дышит. Постоянно шепчется. Да. Взгляды. Мы даже вот в этот раз на горячем источнике были, и люди уже не на детей смотрят, а на нас смотрят. Смотрят, какие мы. И не знаю, что они там, о чем вот 2 женщины прям вот впритык на меня. Прям шу-шу-шу, смотрят, что я на них смотрю, шу-шу-шу, и на меня, и туда. Ну, что делать? Такая жизнь. Людям интересно. Поэтому не будешь же каждому подходить. Да лучше вообще на это не обращать внимания. Ну да. Авокадо прям такой мягкий-мягкий, да? Да. Авокадо спелый-спелый. Мы самостоятельная семья на данный момент. Я всегда говорю так. На данный момент у нас есть руки, ноги, голова. Что случится в жизни завтра, мы не знаем. На данный момент все нормально. Школа очень хорошо нами пользуется в плане ремонта во многих классах. Мальчишки мои старшие 2 года подряд бегали. Их прям просили. Папу тоже не обошли в этом году. Ну, папа тоже с ними. Мальчишки прям бегают, старший и старший сын, который не учился ни одного дня в этой школе. Они прям просят их, они помогают. Потому что никто не хочет ничего делать. Ой. Раньше бы даже не думала, что я буду есть когда-то маслины. Мы с Иваном 20 лет назад в Питере были, у одной семьи в гостях. И они кушали маслины. И мы такие с Иваном, да ну нет. А они говорят, запомните, чем больше вы будете их есть, тем больше они вам будут нравиться. На самом деле так и есть. Я первый раз, когда попробовал, гадость, какой вообще можно есть. И дети также у нас. Не, мальчишки кушают. Уже сейчас некоторые вот прям все полюбили. Мальчишки прям вообще кушают, любят. Прям. Первая реакция. У всех была такая. Рома, Никита, Валера, Максим, Костя, Владик. Они прям вообще. Ко всему надо привыкать, видимо, к любой пище. Угу. Я первый раз краба-то брезговал есть даже так, как ты думаешь.
Ну, друг ест, а я такой, глядя на него там раз. Ну, вроде ничего так. А потом-то, да? Ух, вкуснотища какая. Еще был один вопрос такой. Замечаем ли мы, что дети, кто-то тянется ближе к маме, кто-то к папе? Вопрос этот появился позавчера. Я прям думала, ходила. Сначала я могла утвердительно сказать, допустим, маленький Иван к папе. А потом думаю, он кричит «мой папа». Но он тут же «ой, мама, 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 мама». Да как и в обычной семье. Снежана, она больше к маме. Так вроде бы и папа ее тут же, она, Снежана и с дедушкой, и с бабушкой. Старшие дети, они вообще ровно что ко мне, что к Ивану. Но вот Иван говорит, я когда в больницу уезжала, я вот так смотрю, вроде Василиса, Ульяна, Василиса, она к папе. А говорит, когда я уезжала, они, говорят, наоборот, такие как будто молчаливые первое время. Как будто стесняются даже. Ну, потом-то я лежала 12 дней, так они раскрепостились все. То есть, как и в любой семье, замечали. Сейчас Ване маленькому телефон нужен, он знает строго. Значит, папа любимый. В 2 часа к маме вообще не стоит подходить, а к папе еще можно, может прокатить. Так что они психологи, дети, и они прекрасно знают, в какое время к кому подходить. Да. Сейчас они подойдут ко мне, когда надо подойти к папе. А кто-то у нас прям целенаправленно, Ваня так делает, ко мне подойдет, спросит, нет, что хочешь, ничего. Маленький Ваня ко мне подойдет, нет, идет к папе. А еще кто-то прям целенаправленно. Некоторые дети прям одно время целенаправленно. К одному подойдут, нет, ко второму, пока мы это не поняли. Я Ивану говорю, а ты зачем разрешил? Я же запретила. Или он мне так говорит, он, допустим, говорит, а я не знал, я же не слышал, что ты им запретила. И пришлось беседовать с детьми и говорить, чтобы больше такого не было. Если мама запретила, а папа даже знать не знает, зачем вы к нему подходите. Папа, допустим, только домой приехал, и они к нему пока я не слышу. А он говорит, да ладно, он же не знает всех обстоятельств. И они специально так делали. Пока не поговорили мы с ними, да. Все дети обычные, у нас обычная семья. Спросили, где Владик старший. Ландыш, вы спрашивали, потом еще спрашивали. Такой интересный них там. Владик в Сочи парке. Опять с этой практикой. То ему говорили 20-го он уезжать будет, то 26-го, то 24-го. И внезапно ему позвонили, он 20-го уехал. Также и здесь говорили, будет целый месяц. Все, 10 числа он работает последний день. Но он хотел бы там остаться еще поработать, как он мне сказал. Вчера мы разговаривали последний раз. Он ходил вчера еще там на одну работу. Но, говорит, никого нету, отдел кадров не работает, там какого-то числа надо позвонить. Хочет задержаться, хочет пожить там, поработать. Не знаю, насколько у него это получится, но я только за. Пусть учится самостоятельности. Он вроде бы показал себя, он вроде не пьет, не курит. Не курит точно. Пьяным мы его ни разу не видели за все время. И там вот сколько звоним, всегда здравый голос, трезвый. Да он всегда работает. Работает до вечера. Живет в комнате с мужчиной. Мужчина воспитывает 1 детей. Дети живут с бабушкой. А мужчина зарабатывает деньги. Он откуда-то с Адыгеи мужчина. А работает в Сочи парке. Зарабатывает деньги. Домой переводит бабушке. Так содержит своих детей. Мужчина какой-то такой, я так поняла, серьезный какой-то. И вот он тогда с ним жил, и сейчас с ним живет. Поэтому время есть, если есть желание, пусть работает. Пусть зарабатывает себе деньги. Он сейчас хочет телефон себе хороший, дорогой поменять, хотя у него и этот хороший, но хочет еще круче.
Я ему говорю, ну вот заработаешь и купишь себе хороший, дорогой телефон. То есть такие вот. Владик на практике скоро приедет. Потому что несколько человек, прям несколько спросили, где Владислав. На практике, в Сочи. Ну, вроде бы сегодня все обсудили, что хотели обсудить. Поели очень вкусно. Да, очень вкусно. Приятного аппетита тому, кто с нами кушал. У нас сегодня были отбивные, я не осилила. Салат, морепродукты и маслины. И компот малина с медом и с водой. Да, так что делайте отбивные. Их делать не так сложно. На канале на основном есть рецепт. Будет рецепт. Поэтому очень вкусно. Ну, вот я вообще придирчивый всегда вот ко вкусам. Но мне вот очень понравилось. Поэтому делайте тоже. Я думаю, у вас тоже получится. Это ничего сложного нет. Я видел, как это делается. Да, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вам не трудно подписаться, а нам приятно, что вы смотрите нас, что вы цените наши усилия, которые мы прикладываем все равно. Это наш труд тоже, да, который мы посвящаем вам, дорогие зрители. Поэтому вот сейчас, если вы еще не подписались, нажмите на кнопочку. И мы увидим, что вы цените наш труд. Спасибо вам большое. И всего хорошего, приятного аппетита, кто с нами кушал. До скорой встречи. Вот такие отбивные. Царские отбивные. На канале были 13 порций.